Привет! Ты на канале про кино, где мы говорим только о тех проектах, которые достойны твоего внимания. Сегодня у нас на повестке свеженькая подборка сериалов, которые ты, возможно, пропустил, но которые точно будут тебе интересны. Ну а ты не забудь оставить свой коммент под видео. Расскажи, что думаешь об этих сериалах, а может порекомендуешь свой любимый. Это реально помогает другим зрителям с выбором, так что не ленись. А мы начинаем. Поехали! А вы знали, что семейный бизнес – это не всегда про булочки и бухгалтерию? Знакомьтесь, Мир ответственный, честолюбивый, а Радж – душа тусовки, обожает веселиться. Они братья пакистано-американского происхождения, выросшие на фоне, казалось бы, идеального бизнеса родителей. Пока не выяснилось, что за витринами их магазинов скрывается настоящая криминальная империя. Отец внезапно уходит из жизни, и тут начинается самое интересное. Теперь парни вынуждены взять все в свои руки. И товар от тети Лаки, и сделки с дядей Ахмедом. И еще при этом не угодить в руки ФБР и не стать обедом для конкурентов. Сериал 2025 года, в котором неожиданно крутой актерский состав, несмотря что имена пока не на слуху. Это история про братство, внезапную взрослую жизнь и умение выкручиваться в самых нестандартных ситуациях. Если вы любите черную комедию с характером, это для вас. Сериал доступен для просмотра на стриминговых сервисах Hulu и Disney. Главная героиня – нейрохирург Чон Сеок. Раньше она училась у самой легенды Чхве Док Хи, но нарушила правила, была изгнана и теперь работает подпольно, спасая жизни нелегальными операциями. Но судьба снова сводит ее с Док Хи, и между ними начинается настоящая хирургическая битва, где талант сталкивается с моралью, а жажда мести точнее любого скальпеля. Кибернож – острый южнокорейский медицинский триллер, который уже с марта этого года на Disney Plus разрезает рейтинги по-живому. Главные роли исполнили Пак Ин Бин, звезда драм «Необычный адвокат» и дива необитаемого острова, и Соль Гён Гу, легенда, живая икона и монстр кино. Знатоки корейского продукта знают, о ком я говорю. Зрители в своих отзывах отмечают, что сериал держит в напряжении. Проект занял первое место в рейтингах Disney Plus в Корее и ворвался в топ-10 по всей Азии. Если вам по душе драмы про медицину, психологию, криминал, Кибернож вам в операционную. Главный герой – Майкл Кавана, правая рука криминального босса Ронни Филана. Ронни собирается на покой, а Майкл – завести семью. Казалось бы, все идет к хэппи-энду, но нет. На сцену выходит Джейми, сын босса, и все летит к чертям. И начинается война внутри преступной семьи. «Этот город принадлежит нам» – британский криминальный сериал, где больше интриг, чем в воскресном обеде у бабушки. Предательство, амбиции, любовь – все в одном флаконе. А если говорить про актерский состав, то Шон Бин, как всегда, суров и харизматичен. А Джеймсу Нельсону Джойсу выпало сыграть правильного парня в совсем неправильном мире. Возрастное ограничение 18+, потому что это не Шерлок Холмс, а криминал с мясом. Рейтинги IMDb около 8,0. Кто-то скажет не шедевр, но вполне достойно. Сериал смотрится приятно, второстепенные герои раскрыты, а актерская игра на уровне. Но если вы ждете погони, взрывы и боевика в духе банды Ливерпуля, проходите мимо. Тут все про людей, выбор и последствия. А теперь проект от Apple TV+. Представь себе, заядлый киноман Мэтт Ремик внезапно становится главой умирающей киностудии. Continental Studios в кризисе, но у Мэтта мечта – спасти студию, не потеряв при этом душу. И вот он уже балансирует между капризами звезд, маркетинговыми хотелками и франшизой про мультяшного Kool-Aid. Комедийно-драматический сериал «Киностудия» – это мягкая, но меткая сатира на голливудскую кухню. Здесь мы имеем звездный состав. Двукратный номинант на «Золотой глобус» Сет Роген, Кэтрин О'Хара, которую мы знаем по сериалам «Барта Финк» и «Лучше звоните Солу», и сам Брайан Крэнстон, мистер Уолтер Уайт из «Во все тяжкие» собственной персоной. А еще Мартин Скорсезе, Рон Ховард, Зак Эфрон, Зои Кравиц и многие другие в эффектных и уморительных камео. На стыке между индустриальным абсурдом и человеческой драмой сериал ловко жонглирует иронией, теплом и мрачноватым реализмом. Погрузитесь в закулисье, где большие идеи сталкиваются с большими бюджетами. А ты уже слышал про новый австралийский сериал «Последняя годовщина»? Итак, в центре сюжета Софи Хониуэлл. Она вроде как просто хотела спокойно продать дом, доставшийся ей в наследство. А в итоге оказалась втянутой в старинное семейное расследование на таинственном острове. Тут тебе и исчезновения, и секреты, и, конечно же, очень подозрительные родственники. Типичная поездка на дачу, не правда ли?
Софи не кто-нибудь, а Тереза Палмер, которую многие знают по британскому сериалу «Открытие ведьм». А еще тут зажигают Миринда Ричардсон, двукратная лауреатка Золотого глобуса, Даниэль Макдональд, Ули Латукефу и другие отличные актеры. Даже Николь Кидман приложила руку к продюсированию. Зрители в своих комментах отмечают, что сериал смотрится на ура. Если любишь загадки, семейные тайны и хочется немножко австралийского вайба, вперед на остров Скриблигам. Смотри сериал «Последняя годовщина» на австралийском сервисе Binge. И да пребудет с тобой хорошее настроение. А вот новинка и для тех, кто ценит юмор, зрелость и немножко глянца. Модерн прошлого века – комедийная драма, где 3 закадычных друга гомосексуала решают: все, хватит работать. Пора на пенсию, но с приключениями, поисками смысла жизни и, конечно, с доброй порцией дружеских подколов. Главную роль сыграл Мэтт Бомер. Помните Нео из сериала «Белый воротничок»? Так это он. А еще в актерском составе Нейтан Лейн, наш любимый Тимон из «Короля льва», теперь не мультяшный, а все такой же остроумный, и Линда Левин, обладательница Золотого глобуса, и это, увы, ее прощальная роль. Но ее харизма остается с нами еще на 8 эпизодов. А еще в кадре немало свежих лиц. Пока сериал без наград, он только вышел. Но это нормально, публика только знакомится. Хотите жизненный, теплый и немного дерзкий сериал про жизнь после 50? Вот ваш шанс. Модерн прошлого века не про старость, а про вторую молодость. Парень с долгами по уши, Пак Джи-йон, решает нанять киллера, чтобы убить собственного отца ради страховой выплаты. Но все идет не по плану. В дело случайно втягиваются врач и его подруга, которых сбивает машина. А дальше все только хуже. Появляется еще один участник. И понеслась. Одно событие за другим. Карма, друзья, она никого не щадит. «Карма» – криминальный триллер из Южной Кореи, который не даст вам заскучать. История подана так, что дух захватывает. Сюжет четкий, сцены по делу, лишнего нет. Актерский состав, особенно Пак Хэ Со из «Игры в кальмара», снова на высоте. И не ждите добреньких героев, тут каждый со своими скелетами в шкафу. «Карма» – мрачный и цепляющий триллер о последствиях человеческих ошибок, построенный на идее причинно-следственной связи. Если вы любите мрачные триллеры с непредсказуемыми поворотами, эта история просто идеальна. Сериал уже сегодня можно посмотреть на стриминге Netflix. На сегодня у меня все. Напоминаем, что ты можешь поддержать наш канал донатами. Просто найди кнопку или ссылку в описании ролика. И мы будем безмерно тебе благодарны за твою щедрость. Всем пока-пока, услышимся!